А почему Советский Союз, если он был таким замечательным, развалился? Кто-то задает этот вопрос, используя его как аргумент. Дескать, было бы дело хорошее, не развалилось бы. А кто-то и в самом деле ищет ответ. И один из самых популярных ответов – перерождение номенклатуры. Советская бюрократия обуржуазилась настолько, что ей понадобилось узаконить свое положение. А Советский Союз со своим политическим устройством и законами мешал. Отсюда, как итог, реставрация капитализма. С этим сложно спорить. Любой, кто хоть немного знаком с историей Союза, понимает, что сдавали Союз сверху. Сверху же и готовили к этой сдаче массы. Годами готовили. Пропаганда может служить хорошему, может служить плохому, но это одинаково эффективный инструмент. Вот поклонники Троцкого любят вспоминать, что он, дескать, еще в каких годах предсказал крушение советского проекта, и причиной этого крушения называл буржуазное перерождение советской номенклатуры. Так ведь и получилось. А мне кажется, это не ответ. Разумеется, привилегии – это социальное расслоение. А если его не удается преодолеть, ведет оно в конце концов к реставрации. Рано или поздно. Гораздо интереснее ответить на вопрос, а почему эта самая номенклатура отказалась от социалистических идеалов. Это же была советская номенклатура, это же были наши люди, не какие-то засланные шпионы. Эти же люди выпускали журналы «Большевик», «Коммунистический университет на Дому», «Крокодил» и «Пионерскую правду». Они же цензурировали «Международную панораму» и КВН. Ведь они были не засланные враги, а выращенные в определенной среде партработники. Почему же западный образ жизни оказался для них привлекательнее? К этому же образу жизни они в итоге стремились. Да, Скажи, что любишь. хотел беседку поставить. Там, в купальне за территорией. Так сосед сказал, нескромно. А почему, собственно, нескромно? Батька мой сапоги надел первый раз. На военной службе. Мы не то что сахара, хлеба вдоволь не видели. Прав ты, Михаил Кириллович. Ох и прав. Я что, сразу тут оказался? Нет. Деревенский комсомол создавал. Крестьянскую долю познал сполна. Потом учеба. Потом Днепропетровский обком. Войну снабжением Ленинграда руководил. Ужасы блокады знаю не по книжкам. Потом в Молдавии, в Совмине. Настя, теперь в Москве. Ну, говори. О. Тревоги нужно. Как это нужно? О. Ну, если так, а деньги? Принес. Положишь там. Мое слово закон. Здравствуйте. А где сам? Ну что ж, давай. Попробуем. Привет честной компании. Привет. А Геннадий-то у тебя, Михаил Кириллович, орел. Что делать? Сын с супругой в Штатах, дочка с мужем в Швеции. Сестра, умирая, просила, не оставь Геннадия. Со мной живет. Парень золото. Я его завфлабом в НИИ автомобильном устроил. Работает. О, ты бы помог в торгпредство его сунуть. Ну, хотя бы в Финляндию на первых порах. Женить его надо. А что? Вези дочку, окрутим, а? Пора и нам свои роды до династии заводить. Не все ж другим-то, а? Ну что ж, считай, что насчет загранработы с Геной все решено. Вопрос равной оплаты труда поднимался неоднократно. В теории все выглядит достойно, но на практике, если директор завода будет получать те же 100 рублей, что и обычный рабочий, то перед ним встанет вопрос ответственности. Зарплата та же, а ответственность гораздо выше.
А если завтра война, промышленность переводится на военные рельсы, многократно вырастает и ответственность. Идейных людей на начальном этапе строительства нового общества не так много, как хотелось бы. Остается мотивация. И значит, как ни крути, директор завода должен получать больше рабочего. И талантливый конструктор должен получать больше, чем обычный инженер. А кроме денежной мотивации есть и другие способы. Жилье, например, отпуск и так далее. Так что привилегии на первых этапах неизбежны. И социальное расслоение не такое, конечно, как при капитализме, но все же неизбежно. Не получится, чтобы оперный певец или выдающийся спортсмен, представляющий нашу страну за рубежом, жил жизнью шахтера. И партработники были разными. Кто-то горел на работе, а кто-то сам себе раздавал привилегии. Но все же, почему, имея все эти привилегии, они смотрели на Запад? Почему получилось так, что даже для людей в советском смысле слова «обеспеченных» заграница оставалась привлекательней? Казалось бы, если жизнь при социализме лучше, чем в странах загнивающего Запада, да ты еще и наделен привилегиями, так зачем тогда прилагать столько усилий, чтобы эту самую жизнь разрушить? Я считаю, что первопричиной развала Советского Союза была война. Победить в этой войне СССР мог лишь в одном случае, не вступая в нее. И вряд ли это было возможно. Да, советские люди одолели фашизм, и война закончилась в Берлине. Но нужно помнить о том, что Советский Союз – это было государство, существовавшее во враждебном окружении. Союз должен был в кратчайшие сроки не только продемонстрировать всему миру успехи новой формации, но и действительно достигать их. Это был в буквальном смысле вопрос выживания. Мы передаем все средства производства в общественную собственность. Мы производим все новые средства производства. Механизируем труд, укрупняем сельское хозяйство. Проводим индустриализацию. Улучшаем благосостояние народа. Сокращаем рабочий день. Даем людям возможность больше времени уделять образованию, повышению культурного уровня, занятиям спортом. И тогда никакая болтовня про гулаги и тоталитаризм не сможет скрыть от остального мира наши успехи. Построение социализма в отдельно взятой стране и нужно, и возможно, но лишь с перспективой дальнейшего присоединения других стран. В противном случае полный крах и превращение в Северную Корею. Поэтому выполнение того гигантского объема задач, которые были поставлены перед советским обществом, не предполагало даже остановки, не говоря уже о регрессии. Поэтому 22 июня 1941 года – это в буквальном смысле начало конца советского проекта. Миллионы людей надрывались, создавая фундамент нашего будущего. А 22 июня 1941 года этот фундамент был взорван. Да, конечно, после войны были репарации, много чего вывозили из Германии, но все это абсолютная ерунда по сравнению с нанесенным ущербом. И речь не только про экономику. Потеряно было время. Ведущие капстраны, на территории которых не шла война, ушли далеко вперед. Кроме того, был нанесен сокрушительный удар по идеологии. Миллионы коммунистов погибли. В буквальном смысле носители идей, самые образованные, самые сознательные, они были в первых рядах. Война уничтожила и материальную, и идеологическую основу нового социалистического общества. И когда советский человек видел, что в родной стране не могут элементарно производить хорошую обувь, а в какой-то там Италии, которая в Великой войне не побеждала и в космос не летает, могут, советский человек задавался вопросами. А кто в первую очередь видел эту самую Италию? Вообще за границу? Кто первым начинал задавать эти вопросы? Работники МИДа, посольства, постпредства, чиновники от спорта, торговли и так далее. Сотрудники всяких резидентур. Это они привозили домой сомнения. Где работал Владимир Путин после учебы в структурах КГБ? Что мог он думать о социализме, когда в 1990 году возвращался из многолетней заграничной командировки домой, перед самым развалом Союза? Так что предательство номенклатуры – это лишь следствие, не причина. Не успев преодолеть товарное производство, СССР не успел и создать условия, в которых эти привилегии просто исчезают автоматически, нивелируются. Условия, в которых эти привилегии просто не нужны. И остается ответить лишь на один вопрос, а не повторится ли все это в будущем? Стоит ли снова строить социализм, если новая война может снова уничтожить все усилия? Что-то предсказывать – дело сложное, но наличие ядерного оружия и гарантированное ответное уничтожение противника все еще является сдерживающим фактором. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Война началась на рассвете, чтоб больше народа убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить. Врагов шли большие лавины, их не было сил удержать. Как в земли вступили родной Украины, то стали людей убивать.